Максим не видел Ольгу 10 лет. После развода он пытался вычеркнуть ее из своей жизни, стереть воспоминания, заполнить пустоту работой и случайными отношениями. Но в глубине души что-то все равно оставалось, смутное чувство вины, которое он так и не смог до конца побороть. Однажды, прогуливаясь по парку, он увидел ее. Она сидела на лавочке, наблюдая за 3 мальчишками, весело бегавшими по площадке. Они были похожи друг на друга, как 3 капли воды, и что-то в их лицах показалось Максиму до боли знакомым. Он остановился, стараясь осознать увиденное. Неужели у Ольги теперь 3 сыновей? Мысли смешались, в груди что-то сжалось. Он не мог просто уйти. Максим подошел ближе. Ольга заметила его, ее лицо побледнело, но она не отвела взгляда. Волнение отразилось в ее глазах. В этот момент он понял, что должен узнать правду. После долгого напряженного разговора все стало ясно. Спустя 2 недели после развода Ольга узнала, что беременна, но так и не решилась сказать ему. Он сам тогда сказал, что хочет забыть ее, исчезнуть из ее жизни, и она поверила. Она решила, что так будет лучше. Шок, гнев, боль и радость смешались в одно целое. Оказывается, все эти годы у него были сыновья. Он пропустил их первые шаги, первые слова, первые праздники. Но еще не все было потеряно. Максим начал осторожно входить в их жизнь. Сначала он просто приходил в гости, потом начал забирать мальчишек на прогулки, помогать с уроками, учить кататься на велосипеде. С каждым днем он все сильнее чувствовал себя отцом. И с каждым днем все чаще ловил себя на том, что не хочет уходить. Ольга сначала держала дистанцию, но постепенно лед между ними таял. Они начали проводить больше времени вместе, обсуждать не только детей, но и что-то личное. Вспоминать прошлое, смеяться, говорить о будущем. Однажды, когда мальчики уже спали, Максим остался чуть дольше обычного. Они сидели на кухне, пили чай и молчали, но в этом молчании было больше, чем в любых словах. А через год они снова поженились. На этот раз навсегда.